Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем менять автомобильное масло на автомобиле Славута. Это же относится к Таврии и к Сенсу. Масло я буду использовать Hada 10В40 как наиболее подходящая полусинтетика. Оно запаковано в металлическую емкость. Подделать его невозможно. И для работы Таврии вполне подходящий вариант. Также я буду менять масляный фильтр, который необходимо заменять при каждой замене масла. И, соответственно, замене подлежит воздушный фильтр, потому что, если он забьется, расход топлива будет больше, и машина будет работать нестабильно. Масло у меня уже проехало 15 тысяч. Согласно регламенту работ, здесь написано, что менять необходимо через 15 тысяч километров или через 1 год. Желательно, конечно, и почаще. Марка SAE 10В40, SAE 15В40, как наиболее подходящие. Посмотрим, что же с маслом случилось. Его состояние проверим. Масло еще имеет прозрачность и не потеряло своих основных свойств, потому что машина работает в основном на газу. Запаха бензина нет. И оно могло бы еще работать, но уже пора менять. В интернете и сосед посоветовал мне использовать средство Демиксид для очистки двигателя от грязи и прочего мусора. Поэтому я попробую сделать маленький опыт и узнать, насколько эффективно он работает. Вот такой Демиксид. Он продается в любой аптеке, стоит недорого. И по отзывам автомобилистов отличное средство для чистки двигателя. Я капну на чистый лист бумаги масло до прочистки, после прочистки и чистое масло для сравнения. И посмотрим, как же оно работает. Сначала капнем масло, которое было в двигателе. И посмотрим, пока оно впитается в бумагу, что же после него останется. Теперь я заливаю в двигатель 50 мл демиксида и дам поработать примерно 15-20 минут. Он должен храниться при комнатной температуре или даже больше, потому что при температурах ниже 18 градусов он кристаллизуется. Вот видно на стенках белый осадок. Теперь заводим машину и даем ей поработать на холостом ходу 15-20 минут. Вот двигатель проработал 20 минут. Температура двигателя 80 градусов. Включился вентилятор и можно проверять, что с маслом. Капаем вторую каплю масла после очистки. Теперь необходимо открутить крышку маслозаливной горловины и начать сливать масло. На следующем этапе необходимо взять квадратный ключ размером 1 см, емкость для старого масла, и открутить маслосливную пробку. Откручиваем аккуратно, потому что масло горячее и можно обжечься. Хорошо прикипело со временем. Здесь есть бронзовая прокладка, которую нельзя потерять, потому что без нее масло будет подтекать. Объем масла 4 литра, поэтому обычной пластиковой баклажки 6-литровой вполне хватит. После этого необходимо снять масляный фильтр, который находится в нижней части двигателя. Он может прикипеть, поэтому придется использовать в некоторых случаях специальный съемник. Одеваем съемник на фильтр, затягиваем хомут. И откручиваем против часовой стрелки. Когда он сорвался, дальше можно крутить рукой. Тоже масло бежит, поэтому будьте готовы подложить тряпочку. Ждем, пока оно течет, и будем откручивать фильтр. Вот старый фильтр. Видно, что резиновая прокладка не прикипела, потому что перед установкой я хорошо промазал эту часть. Вот новый фильтр. Имеет такой внешний вид. Полностью идентичный оригиналу. Для полноты эксперимента я каплю нового масла, также капну бумагой, посмотрю, что же в нем получится. И чистым щупом
наберем масло. Оно белое, прозрачное, как мед. И капнем на образец номер 3. Теперь необходимо перед установкой смазать резиновую прокладку нового фильтра, для того, чтобы он не прикипел. В следующий раз его можно было легче снять. Протираем от грязи посадочное место нового фильтра. И прикручиваем на место новый фильтр по часовой стрелке. Хорошо дотягиваем, чтобы не было подтеканий. Затягивать фильтр нужно от руки, потому что если его затянуть съемником, то потом он прикипит, и вы его не открутите, это просто придется пробивать. Закручиваем на место пробку сливного отверстия, проверив наличие прокладки. И затягиваем пробку с усилием квадратным ключом. После этого можно приступить к заливке масла в масляный картер. Заливку масла необходимо контролировать по щупу, чтобы не перелить больше, чем положено. Лейкой пользоваться легче, так меньше растекается по сторонам во время пульсации масла из канистры. Вот масло стало выше, уже почти норма. После этого необходимо завести машину, дать ей немножко поработать для того, чтобы масло заполнило все полости. И после этого замерить еще раз уровень. После замены масла двигатель стал работать более тише и стабильнее. Масло очень влияет на его работу. Глушим двигатель и снова проверяем уровень масла. Уровень строго по центру. На следующем этапе необходимо заменить воздушный фильтр. Откручиваем защиту двигателя. Убираем защиту. И откручиваем болт крепления воздуховода. Отстегиваем крепежи воздушного фильтра. И вынимаем все в сборе. Фильтр уже загрязнился. Вот для примера новый и старый фильтр. Его, конечно, можно продуть, но желательно поставить новый. Это как в пылесосе, чтобы была хорошая пропускная способность. Протираем корпус воздушного фильтра от пыли. Устанавливаем в него новый фильтр и защелкиваем на свое место. Все должно плотно заходить, без перекосов, чтобы не было подсоса воздуха помимо фильтра. И защелки сверху и две снизу. Закручиваем болт крепления воздуховода. Ставим на место защиту двигателя. Закручиваем крышку маслозаливной горловины. И протираем масло, которое разлилось при заливке. Теперь посмотрим на наши образцы масла, которые мы оставили на бумаге. Здесь видно, что первый образец масла идет однородный, второй с кусочками вкраплением грязи, которую отмыл специальный лекарственный препарат. И чистое масло не имеет никаких грязных отложений. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотри видео о том, как своими руками заменить моторное масло на автомобиле ЗАЗ, Таврия, Славута. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.